Обсуждая встречи делегаций в Стамбуле, мы делаем большое допущение, когда говорим о переговорах между Украиной и Россией. Ведь де-факто Россия и россияне на этих переговорах не были представлены. Когда путинские делегаты заявляют «мы готовы воевать еще 20 лет, мы захватим хоть 4 региона, хоть 6», непонятно, кто эти «мы». От чьего лица делаются такие вот смелые заявления? Все эти люди в костюмах во главе с Мединским сами воевать явно не собираются. Чьи интересы они представляют? Почти одновременно с протокольными снимками из Стамбула появилась фотография из России. В селе Алексеевка Самарской области открыли памятник погибшим землякам. На черном обелиске выгравировано: за 10 лет войны в Афганистане погибли 2 уроженцев Алексеевского района. За обе чеченские кампании 1. На так называемой СВО 34. Для понимания, согласно переписи 2021 года, все население района, от старика до младенца, 10 851 человек. Таким образом, по официальным данным, на нынешней войне погиб каждый 320-й. Конечно, числа эти нельзя в чистом виде экстраполировать на всю Россию, но они показывают масштаб катастрофы. Я, когда увидел фотографию из Алексеевки, сразу вспомнил февральский сюжет из «Старого оскола». Вот этот. Кадры военной хроники, письма матерям и женам, солдатские песни. Когда на экране поплыли фотографии погибших старооскольцев, 11 не вернулись из Афганистана, 18 сложили головы в Чечне и 252 бойца на сегодня полегли на полях специальной военной операции, заплакали даже мужчины. Вчера мы бегло посмотрели пару местных пабликов. Не закапывались ни в чаты, ни в форумы, но нашли 12 новых некрологов, которые появились уже после выхода того репортажа. И если с 79 по 89 год в Афганистане погибли 11 старооскольцев, то всего за 4 месяца этого года погибшими признаны как минимум 12. Важно, что именно признаны погибшими, ведь есть еще и пропавшие без вести. Есть покалеченные. Эти люди живы, но из обычной жизни и экономики выключены. Есть и гражданские потери. Есть потери косвенные. Кто-то уехал и увез семью за рубеж. Кто-то умер из-за ухудшившейся медицины, из-за недоступности заграничных лекарств. Кто-то из-за выросшей преступности. Вы наверняка слышали, что в Великой Отечественной СССР потерял 27 миллионов граждан. Но есть и другая оценка. Вместе со всеми косвенными демографическими потерями, например, преждевременно умершими после войны, Советский Союз мог потерять более 46 миллионов человек. Даже закончившись война, еще долго продолжает убивать. Вернемся в село Алексеевка Самарской области, где власти признали гибель 34 сельчан. На официальной странице Алексеевского района в ВК опубликованы некрологи. В некоторых из них уточнено, кем был погибший – контрактником или мобилизованным. Мобилизованными были как минимум 6. 11 апреля этого года погиб 34-летний мастер сельскохозяйственного производства Александр Дьяков. 18 октября 23 года погиб Евгений Синичкин. В 17 году он прошел срочную службу в армии, вот и весь военный опыт. Евгению было 26 лет. 18 июля 23 погиб его ровесник Александр Баскаков. Перед самой мобилизацией он отучился на мастера сельхозпроизводства, но поработать по новой специальности не успел. 10 марта погиб Алексей Пронин. Ему было 42 года. Он имел высшее техническое образование и хоть что-то похожее на боевой опыт. Год прослужил миротворцем в Югославии. Александр Вуколов, тракторист и слесарь, отец 2 детей. Он воевал в Чечне солдатом-срочником. Кампанию он пережил и, в отличие от многих ветеранов чеченских войн, смог создать семью. Он погиб 1 января 23-го. Возможно, дата смерти условная. Семья и друзья Александра искали его с декабря 22-го, писали в группы поиска, даже обращались в программу «Жди меня». Но тело доставили домой лишь в конце октября 24 года. Родные и близкие ждали Александра почти 2 года, и все это время надеялись и пытались найти. Точно известно, что именно 1 января 23 года погиб 34-летний Денис Федичкин. В некрологе не обозначена ни дата смерти, ни тот факт, что Денис был мобилизованным. Но это ясно из другого поста. Он был среди тех, кто погиб в Новый год в Макеевке, когда в результате прямого попадания «Химарса», по данным Минобороны, погибли 89 мобилизованных. По независимым оценкам, не менее 142.
Поскольку мой канал смотрят в основном жители крупных городов, я уточню. Пересидеть мобилизацию в мегаполисе и спрятаться от нее в каком-нибудь селе – это задача с разной степенью сложности. Так-то даже в Москве и Петербурге были периоды настоящих облав с проникновением в подъезды, засадами у лифтов и задержаниями в общественном транспорте. В 600-тысячном Владивостоке военкомы буквально залезали в окна. А в сельской местности мобилизация происходила гораздо жестче. Попытки официоза выставить дело так, будто ничего в 22 году не произошло, выглядит совсем уж абсурдно, зная то, как мобилизовывались люди из деревень. Типа, мол, никого не хватали, никого насильно не угоняли, в российской армии только добровольцы. Ведь такая сейчас официальная позиция. Будто генерал-депутат Андрей Гурулев никогда не заявлял по телевидению и не писал у себя в Телеграме вот это. Может и правильно, что сейчас в Москве ловят косящих от мобилизации у метро. Но я бы начал лучше проверять среди посетителей ночных клубов. Поздней весной 25-го Путин и его пропаганда формируют такую картину мира, будто на дворе ранняя весна 22-го. Будто кадровая российская армия, полностью укомплектованная военной техникой, стоит у ворот Киева. И Украине грозит утрата государственности. А Россия, мол, воюет силами солдат и офицеров, для которых война – профессиональная обязанность. Так было более 3 лет назад, и все равно не привело нашу страну ни к чему хорошему. Сейчас же май 25-го. Любая угроза, озвученная Владимиром Путиным лично или через Мединского, это в первую очередь угроза России и россиянам. И только во вторую очередь к Украине и украинцам. С тех пор, как война приобрела затяжной характер, путинский официоз старательно навязывает российскому обществу искаженную систему координат, где в центре внимания не Россия, а Украина. Где главное мерило успеха – нанесенный Украине урон. Сколько украинских электростанций разрушили, сколько населенных пунктов уничтожили и захватили, скольких украинских граждан убили. Это, мол, главное, а остальное несущественно. Половина беды состоит в том, что такая логика просто аморальна. Вторая половина в том, что Россия и россияне как бы вынесены за скобки. Нашей страны в этих циничных расчетах нет вообще. Не надо, дескать, думать ни о Старом Осколе, ни об Алексеевке, где поубивали отцов, мужей и сыновей, и в конце концов ценных специалистов. Думать надо о военных успехах. Душу должны согревать публикации наподобие вот этой. ВСРФ взяли под контроль село Богатырь. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 175 солдат. Кроме того, российские военнослужащие за сутки уничтожили вражеский танк, 2 боевые бронемашины, 7 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Это очень типичная новость. Сейчас вся внутрироссийская информационная повестка соткана из такого рода публикаций и репортажей на центральном телевидении. Зафиксирован как факт захват очередного населенного пункта, вернее его обугленных руин. Погибло много украинских солдат. Возрадуемся. Такой посыл. Почти всегда находятся Z-блогеры, которые начинают спорить с Минобороны. Нет, мол, не 175 бойцов ВСУ убиты, а только 75. Опять, мол, лампасники все преувеличивают, успех преувеличивают. Но даже такая критика властям комфортна и выгодна, потому что дискуссия идет в заданной системе координат. В центре внимания урон, нанесенный соседней стране. Когда все разговоры только об этом, тогда и возникает информационный фон, подходящий для угроз бессрочной войны на переговорах. В новостях про село Богатырь нет самого главного. Во-первых, нет списка граждан России, которые погибли в боях за этот населенный пункт. С обязательной пометкой «этот и этот вообще оказались на войне против собственной воли». Во-вторых, не хватает справки о самом селе. Что жил там до войны больше 1000 человек, что, согласно переписи, больше 90% жителей считали родным языком русский. И вот ради того, чтобы сделать жителей этого украинского села бездомными беженцами, а кого-то покалечить и убить, ради этого погибли наши соотечественники. Если бы государственные СМИ каждый раз давали новости во всей полноте, то угроза, озвученная Путиным через Мединского в Стамбуле, стала бы более понятна российской аудитории. Смысл тут простой. Они готовы бесконечно долго убивать русскоязычных людей, хоть с красным паспортом, хоть с синим. «9 мая в соцсетях появился ролик. Там одно из действующих лиц – известный боксер Денис Лебедев, уроженец того самого Старого Оскола. Если вы увлекаетесь боксом, то точно помните его благодаря яркому имиджу десантника.
В ВДВ, впрочем, Лебедев не служил, но на ринг выходил в берете и тельняшке. Но это все детали, конечно. Можно я ему про награду? Читайте, все написано. Это отвага, это смелость, понял? А это 3 ордена мужества. Это за поступок, где проявил человек мужество. Понял? И он его проявил трижды. Его отметило командование России. Понятно? Вот таким надо человеком расти. Вот таким надо быть смелым и отважным. Понял? Не будем обсуждать личность боксера и его непонятные отношения с армией. На видео есть настоящий военнослужащий. Молодой старший лейтенант с обручальным кольцом на пальце и без одной руки и одной ноги. И ребенок, которого нарядили по-военному. То, что случилось с этим офицером, далеко не самое страшное, что происходит с людьми на войне. Но и в таком положении человеку нужен помощник. Не специальный работник, который приходит по талону раз в месяц, а полноценный ассистент. Буквально каждый день и до конца жизни. Для домашних дел, для работы, для самых обычных вещей, вроде прогулки в ближайшем парке. Или там похода в кино. Не говоря уже о семейной поездке за город. Скорее всего, все эти обязанности в качестве неоплачиваемого труда ложатся на жену офицера. В нашей стране, к сожалению, действует принцип. Родные человека с инвалидностью тоже превращаются в людей с ограниченными возможностями, потому что целый день обслуживают инвалида. Даже если кто-то посчитает все российские потери на этой войне, такая статистика не даст нам полноценного представления о случившейся катастрофе. Один погибший, пропавший без вести или вернувшийся покалеченным – это горе не одного, а многих. Те, кто несет горе в соседнее государство, приносят его и домой. И нет никакого смысла мериться, где страданий больше. На том видеоролике, достойном антивоенного фильма, в униформу одет не только офицер, но и ребенок. Угроза воевать еще 20 лет – это угроза персональна этому ребенку. Сложно представить, что она будет воплощена, но 3 с лишним года война уже идет. Сейчас гибнут на фронте те, кому 24 февраля 22 года было всего 15 лет. Молодые россияне, которые в старших классах школы уже успели зацепить оголтелую провоенную пропаганду. Мы много говорили о том, что ее эффективность в школьных классах небольшая, но все же не нулевая. Год назад, в апреле 24-го, по пабликам разошлось видео выступления главы Тассеевского района в Красноярском крае Константина Дизендорфа. Он лично агитировал выпускников школ пойти добровольцами на войну и ставил в пример сагитированного Александра Виншу. Прошел с тех пор год. Чиновник сидит в СИЗО из-за подозрений в коррупции. А Александру Виншу в торжественной обстановке уже открыли мемориальную доску. До своего 19-летия молодой человек не дожил месяц. Торжественную церемонию открытия мемориальных досок памяти Паринова Владислава Владимировича, Виншу Александра Витальевича, Гаврина Алексея Александровича считать открытой. С формальной точки зрения, юноша отправился на войну сам, добровольно, его не мобилизовывали. Но результат это не меняет, он погиб в 18 лет. Возможно, успел перед этим кого-то убить, и с точки зрения официальной путинской риторики это полностью искупает его смерть. А если Александр убил не одного, а 2 украинцев, так государство наше типа вообще в плюсе осталось, такая логика у Путина. Но куда нас заведет-то такая логика? Кому кроме Путина она нужна? 20 лет он готов воевать. Выискался новый Петр I. До завтра.